Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы с вами свяжем вот такой довольно-таки простой и стильный топ крючком. Вяжется он сверху вниз. Подойдет как для начинающих, так и для тех, у кого уже есть хороший опыт вязания. Я вам желаю приятного просмотра. Для этого топа я использую пряжу от фирмы Рилана. 50 грамм, 150 метров. 55 акрила, 45 хлопка и крючок номер 4. Для размера 34 у меня ушло примерно 125 грамм пряжи. На 36, 38 можно, в принципе, на все три размера примерно 150 грамм приобрести. На размеры 40-42 примерно 150-200 грамм. Лучше взять немножко больше пряжи, чем немножко меньше. Вот примерно я вам рассчитала. Я рассчитала, конечно же, по тому, как я сама связала, по моей пряже. Теперь я вам покажу, как я связала этот топ. Топ вяжется сверху вниз, то есть мы вот начинаем вот здесь наверху вязание и вяжем вот эти вот части переда, как две отдельные части, и также мы вывязываем две отдельные части для спинки. То есть все вместе мы провязываем сначала 4 части по отдельности. И потом мы вывязываем, полностью соединяем все и вывязываем нижнюю часть в круговую. Высота моего топа 53 сантиметра в общем. Ширина 40 сантиметров. Для размера где-то 34-36. То есть мы с вами начинаем для каждого размера вязания вот здесь сверху, прибавляем вот здесь вот петли и вывязываем полностью вот эту вот верхнюю часть. Как связать для своего размера, я вам в видео объясню. Вот для маленького размера я связала 5 вот таких раппортов узора для размера S, XS. В начале видео я вам показываю прибавление, с которым мы можем прибавить, и у нас получится 6 раппортов такого узора. То есть это будет уже более большой размер. На размер XS, S я вам поставлю внизу время. Я показала в конце видео. То есть там уже несложно, немножко меньше связать. То есть мы начинаем вот здесь вязание все вместе сверху, и потом я вам объясню, как можно увеличить или уменьшить размер. Мы начинаем вязание. Крючком захожу под нить, поднимаю ее, прокручиваю крючок, держу вот здесь нить пальцами и провязываю первую воздушную петлю. И таким образом мы набираем все вместе 10 воздушных петель. Здесь петель мы набрали, и теперь в четвертую воздушную петлю с задней стороны, я считаю, вот здесь четвертая воздушная петля, я завожу крючок и провязываю первый столбик за один столбик с накидом. Накид, завожу крючок, протягиваю нить. Так, первые 2 петельки провязываю и вторые 2 петельки. Это у нас столбик с накидом. И теперь в это же место мы вяжем второй столбик с накидом. Завожу крючок и провязываю столбик. Теперь вяжу 2 воздушные петли и в это же место провязываю 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. И теперь я вяжу в последнюю, в третью воздушную петлю. Я провязываю 1 столбик с накидом. Вот так вот выглядит. Теперь мы вяжем следующий ряд. Я провязываю 3 воздушные петли, поворачиваю вязание
И провязываю вот здесь вот эту арочку 2 столбика с накидом. Второй столбик с накидом. 2 воздушные петли. И в это же место я провязываю еще 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. И теперь я вот завожу крючок вот здесь в конце вязания и провязываю 1 столбик с накидом. Вот так вот выглядит. И теперь вяжем следующий ряд. Провязываем 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. И в арочку провязываю опять 2 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик, 2 воздушные петли. И 2 столбика с накидом в это же место. 2 воздушные петли. И сюда же в это же место я провязываю еще раз 2 столбика с накидом. То есть мы в эту арочку провязали 3 раза по 2 столбика с накидом. И теперь в конце ряда, вот здесь эти 2 столбика я пропускаю и провязываю вот сюда в арочку столбик с накидом. Теперь вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. Вот в первую арочку я провязываю 2 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик с накидом. 2 воздушные петли. Еще раз в эту же арочку провязываю 2 столбика с накидом. Теперь мы вяжем в следующую арочку тот же самый элемент вот сюда. Также провязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом. Вот так вот выглядит. И теперь я пропускаю вот эти 2 столбика и вот здесь в эту арочку я провязываю столбик с накидом. Вот так вот выглядит. Мы с вами связали 4 ряда. Теперь вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли. И в первую арочку вяжу я такой же элемент, как и до этого. То есть 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И еще 2 столбика с накидом. Теперь я вяжу 2 воздушные петли. 4 столбика я пропускаю. И вот в эту арочку я провязываю такой же элемент. 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и 2 столбика с накидом в эту же арочку. Вот так вот выглядит. 2 столбика я пропускаю и в последнюю арочку провязываю опять столбик с накидом. Теперь мы с вами вяжем 6-й ряд. Три воздушные петли, поворачиваю вязание. И в эту арочку провязываю 2 столбика с накидом.
2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Теперь у нас вот здесь вот арочка посередине. И сюда я вяжу 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли и в эту же арочку 1 столбик с накидом. Здесь мы провязали по одному столбику. И в следующую арочку я вяжу такой же элемент, 2 столбика с накидом. Две воздушные и 2 столбика с накидом. И здесь 2 столбика пропускаю и провязываю последний столбик. Вот так вот выглядит. Ну, теперь мы с вами вяжем 7 ряд. 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и вяжу в первую арочку тот же самый элемент, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. И теперь вот здесь посередине, вот в эту арочку, я провязываю также такой же элемент, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И в следующую арочку я также провязываю такой же элемент. Два столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. И в конце ряда пропускаю 2 столбика и вот здесь вяжу последний столбик с накидом. Вот так вот выглядит. И теперь мы с вами вяжем 8 ряд. 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. И вот сюда в этот столбик я провязываю 2 столбика с накидом, я имею в виду арочку. В первую арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И теперь я пропускаю 4 вот этих столбика в эту арочку. Я также провязываю такой же элемент. 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И в следующую арочку я провязываю также такой же элемент. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И в конце ряда мы провязываем опять же столбик с накидом. То есть в этом ряду мы между элементами провязали по 2 воздушные петли. И теперь мы с вами вяжем 9 ряд. 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и в первую арочку опять провязываем то же самое, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика. Теперь я провязываю 2 воздушные петли и в следующую арочку я провязываю 2 столбика с накидом,
2 воздушные петли, еще раз провязываю 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, еще раз в эту же арочку я провязываю 2 столбика с накидом, первый и второй столбик. То есть я сейчас посередине провязала 3 раза по 2 столбика. И теперь мы вяжем 2 воздушные петли, и в последнюю арочку я провязываю такой же элемент, 2 столбика с накидом, две воздушные петли и 2 столбика с накидом. И в последний, и в конце ряда мы провязываем опять столбик с накидом. Вот так вот выглядит. Теперь мы с вами вяжем 10-й ряд, 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. И в начале вязания опять же вяжем то же самое, 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Теперь я вяжу 2 воздушные петли. Теперь у нас здесь 2 арочки. Первую арочку я провязываю такой же элемент, 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Еще 2 столбика с накидом. И теперь в следующую арочку я вяжу тот же самый элемент, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Здесь мы провязали по 2 элемента, и между элементами я не провязывала здесь воздушные петли. Теперь 2 воздушные петли, и в последнюю арочку провязываем точно такой же элемент опять. 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. И в конце ряда провязываем 1 столбик с накидом. Вот так выглядит этот ряд. И теперь мы с вами вяжем 11 ряд, 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. И в первую арочку опять провязываем тот же самый элемент, 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Две воздушные петли. И теперь мы опять провязываем те же самые элементы. Между ними провязываем 2 воздушные петли. То есть в следующую арочку я провязываю 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, и в следующую арочку я опять провязываю такой же элемент. 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика с накидом.
2 воздушные петли, и в следующую арочку опять тот же самый элемент провязываем. То есть в этом ряду мы между элементами провязали по 2 воздушные петли. И в конце ряда провязываю столбик с накидом. Вот так выглядит ряд. То есть мы провязали одинаковые элементы и между ними провязали по 2 воздушные петли. И теперь мы вяжем 12 ряд, 3 воздушные петли, поворачивая вязание. И здесь вот в первую арочку провязываем опять тот же самый элемент. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И в следующую арочку провязываем то же самое, тот же самый элемент. 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И теперь я вяжу вот здесь посередине, где у нас между элементами 2 воздушные петли. Провязываю 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, еще 1 столбик с накидом. Так вот выглядит. То есть мы здесь связали обычный элемент, здесь по одному столбику. И в следующую арочку я провязываю наш обычный элемент, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Две воздушные петли, и в последнюю арочку провязываем опять наш элемент, 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. И в конце ряда опять я пропускаю 2 столбика и здесь провязываю столбик с накидом. И таким вот образом выглядит. Теперь мы вяжем 13 ряд. 3 воздушные петли. Начинаем опять, как мы вязали и до этого, в первую арочку. Всегда провязываем наш элемент из 2 столбиков, 2 воздушные и 2 столбика. Две воздушные петли. И теперь мы вяжем в эти арочки те же самые элементы. Как мы видим, они повторяются вот здесь. То есть вяжу 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Теперь я вяжу 2 воздушные петли. И вот в в среднюю арочку, вот здесь посередине, я провязываю 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И еще раз провязываем 2 столбика с накидом в эту же арочку.
2 воздушные петли. И в следующую арочку тот же самый элемент провязываем 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и так довязываем ряд до конца, то есть наш элемент в конце ряда он также и остается. И в конце ряда провязываю последний столбик с накидом. То есть мы с вами провязали вот эти элементы наши и между ними провязали по 2 воздушных петельки. Теперь свяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Теперь мы с вами вяжем наши элементы в первую арочку, во вторую арочку и посередине мы с вами увидимся. Я провязала 2 элемента. И теперь посередине 2 воздушные петли. И в среднюю арочку я провязываю 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И еще раз в эту же арочку я провязываю 2 столбика с накидом. То есть я провязала опять в одно место 3 столбика, 3 раза по 2 столбика. Вот так вот выглядит. 2 воздушные петли и повторяем наш узор. Наши элементы провязываем до конца ряда, то есть по узору. Вот так вот выглядит. И теперь вяжем 15 ряд. Поворачиваем вязание. И теперь вяжем в первую и во вторую арочку наши элементы. И посередине вязания мы с вами увидимся. 2 элемента я связала. И теперь мы вот здесь посередине. В первую арочку я провязываю опять же элемент из 2 столбиков, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. И во вторую арочку я теперь вяжу опять тот же самый элемент. Между элементами я не провязываю воздушные петли. Вот во вторую арочку я сразу вяжу 2 столбика с накидом. 2 воздушные и 2 столбика с накидом. То есть воздушные я не провязывала между элементами посередине. И дальше вяжем по рисунку 2 воздушные, провязываем элемент, 2 воздушные, провязываем элемент и столбик с накидом в конце ряда. Шестнадцатый ряд я уже начала вязать. 2 элемента я провязала. И в эти 2 арочки мы провязываем такие же элементы. И между элементами провязываем 2 воздушные петли. То есть первую арочку во вторую арочку 2 воздушные петли я провязала, и во вторую арочку вяжу опять наш элемент.
Вот так вот выглядит. И дальше продолжаем вязание, все по рисунку. В последнюю арочку также провязываем элементы, в конце ряда столбик с накидом. И теперь мы вяжем 17 ряд. И здесь вяжем все по рисунку. В каждую арочку провязываем по элементу. И между элементами провязываем 2 воздушные петли. 17 ряд я провязала. Вот так вот выглядит. У нас здесь сейчас получается 6 элементов. И таким образом мы провязываем 4 таких части. 2 части наперед и 2 части на спинку. Вот этой ширины, я думаю, что этого будет достаточно до размера примерно, для размера М. На размер SXS я связала поменьше, то есть у меня на один элемент меньше получилось. Это я вам расскажу потом попозже. Чтобы вам связать на большие, побольше размера, нужно вот это прибавление повторить. То есть мы можем с 12 по 16 ряд вот это прибавление повторить. И с каждым прибавлением у нас получается, мы вяжем один вот такой дополнительный элемент. Естественно, у вас будет вырез тогда немножко поглубже. На более большие размеры, я думаю, что это подойдет. То есть вот здесь вот мы повторяем вот этот вот раппорт узора с 12 по 16 ряды. Я вам сейчас скажу, какая у меня получилась длина выреза. То есть примерно у меня получилось 24 сантиметра. Вот, если вы будете еще провязывать убавление, то длина еще добавится примерно 7 сантиметров. В ширину, если один элемент еще добавится, это будет где-то примерно с одной части 4 сантиметра. Нужно вам прибавить ширину одной части 4 сантиметра. Я вам также покажу возможность, как можно прибавить петли по бокам, где у нас получается вырез для руки. Я вам эту возможность тоже покажу. То есть по бокам можно как пройму такое сделать. Я вам покажу вот здесь вот на чертеже. То есть мы с вами связали сейчас 4 части. 2 части для переда и 2 части для спинки. И то, что я имею в виду, мы будем сейчас соединять все эти 4 части. Вот здесь по бокам можно провязать еще дополнительно, допустим, воздушные петли. Вот таким образом. И провязать еще один, например, раппорт узора. Если вы будете, допустим, дальше прибавлять по переду, то у вас нужно будет прибавлять по каждой вот четвертинке по одному элементу. Если мы будем, если добавить вот здесь воздушные петли по бокам, то у нас в общем получится 2 элемента, не 4. И теперь мы с вами будем соединять все эти части. Я беру себе 2 половинки и провязываю между ними 5 воздушных петель. То есть вот с этой стороны мы добавили петли. Здесь я отрезаю свою нить. И теперь я соединяю со второй частью. Беру вторую часть. Ложу друг на дружки обе части. И вот здесь вот вторую часть можно соединить. Саму ниточку я делю на 2 части.
Вот так мы ее разделим. И соединю ее вот с этой стороной. И завязываю здесь узелок. То есть у нас теперь получается вот здесь немножко такое удлинение для проймы. С другой стороны делаем то же самое. Ложу друг на дружку и здесь также соединяю таким же образом. 5 петелек я здесь провязала. Ниточки я разделяю на 2 части. И таким же образом вот здесь соединяю. Вот сюда можно завести крючок и вот здесь вот так соединить. Ну, так я соединила. Здесь ниточка, которую мы вязали, я ее тоже уберу. Я начну посередине мое вязание. И вот здесь я теперь начинаю вязание. Беру ниточку, посередине я завожу крючок. 3 воздушные петли. И в это же место я провязываю столбик с накидом, 2 воздушные петли. И в это же место 2 столбика с накидом. То есть в среднюю петлю мы провязали с вами такой же элемент, который мы с вами уже провязывали везде. 2 воздушные петли и вяжем дальше все по рисунку. Вот сюда завожу арочку, крючок и провязываю наш элемент. Две воздушные петли и дальше вяжем полностью все по рисунку, как мы уже вязали. То есть в каждую арочку мы вяжем по элементу. Вот я довязала. Здесь у нас практически вырез, где рукав, а здесь у нас вырез впереди. И теперь мы здесь соединим. Делаю я следующее. Вот здесь вот внизу я провязываю столбик с накидом. Вот сюда завожу крючок. С другой стороны я провязываю одну воздушную петлю. И здесь внизу, вот здесь я тоже провязываю 1 столбик с накидом. И теперь я вяжу по узору 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Вот так вот выглядит. Здесь эту ниточку нужно будет потом убрать. То есть я в этом ряду вот здесь дополнительно 1 столбик и вот здесь 1 столбик привязала. Теперь вяжем дальше. 2 воздушные петли. И вяжем все по рисунку, пока мы вот здесь вот не дойдем сбоку. Здесь у нас вырез для рукавов. 2 воздушные петли я провязала. И теперь в среднюю петлю, ну вот здесь вот в третью, я провязываю элемент также из 2 столбиков с накидом.
2 воздушные петли и 2 столбика с накидом провязываю. Две воздушные петли и вяжу по рисунку. В каждую арочку мы провязываем элементы, которые мы с вами уже вязали. То есть 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика, и вяжем так до конца вот этого ряда. И теперь мы вот в последнее место, которое нам нужно соединить, мы провяжем сначала вот здесь внизу 1 столбик, вот сюда завожу крючок и провязываю столбик с накидом. 1 воздушная петля. Теперь я завожу крючок вот здесь, можно вот в петлю завести, и провязываю столбик с накидом. И теперь вяжу все по рисунку, то есть в арочку провязываю 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И вяжу до конца ряда. Теперь так продолжаем вязание, все по рисунку. Теперь мы в конце ряда, так где мы начинали вязание, теперь я провязываю 2 воздушные петли и закрываю ряд соединительной петлей. В 3-ю воздушную петлю завожу крючок, протягиваю нить и протягиваю левую через правую. Теперь мы вяжем следующий ряд. Соединительной петлей я продвигаюсь в левую сторону. Здесь, где вот столбик, завожу крючок, протягиваю нить и протягиваю левую через правую. И теперь еще раз в арочку завожу крючок, протягиваю нить, левую через правую протягиваю. Теперь вяжу 3 воздушные петли и столбик с накидом в арочку. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в арочку. И теперь мы вяжем наш узор, все по рисунку. То есть в каждую арочку мы провязываем наши элементы. Между элементами провязываем 2 воздушные петли. То есть мы везде провязываем без изменений. Ряд начинаю точно так же, как я вам сейчас показала. Я продвигаюсь соединительной петлей 2 и начинаю ряд с 3 воздушных петель. И таким образом мы вяжем рядами дальше, то есть без прибавления. Вот так у меня сейчас выглядит. Как я уже говорила, для маленьких размеров можно вот это вот то, что мы 5 воздушных петель провязали, можно не провязывать. То есть вы соединяете точно так же, как мы соединили впереди при вырезе. Для тех, кому нужно еще больше ширины, можно связать как по бокам, набрать петли 5 петель, так и вот здесь провязать больше рядов и сделать дополнительное прибавление. Теперь я вам покажу, как связать этот топ на маленький размер SXS. 13 и 14 ряд мы вяжем с вами все по рисунку. И у меня получается 5 вот этих раппортов узора. С 14 ряда
я не делаю больше прибавления, а провязываю 14, 15, 16 ряд без прибавления. То есть ввяжу везде вот эти наши элементы без всяких прибавлений. Как мы уже с вами вязали по рисунку, в каждую арочку я провязываю наш элемент. И в общем у меня получается 16 рядов, то есть последние 3 ряда я вяжу без прибавления. Глубину выреза можно индивидуально связать, то есть можно связать еще 17 и 18 ряд без прибавления, как вам больше подходит. Итак, мы вяжем до конца ряда. И в конце ряда провязываю, как обычно, столбик с накида. И следующий ряд начинаю также. И в каждую арочку я провязываю по элементу. Между элементами провязываю также по 2 воздушные петли и вяжем таким образом в общем 16 или 17 рядов. Я все 4 элемента связала. И теперь мы с вами соединим все 4 элемента. То есть я вот здесь по бокам не буду делать вот удлинение на 5 воздушных петель, а соединим все так, как есть. Я беру 2 части вместе, начинаю с 3 воздушных петель. И теперь вот здесь делаю накид и с этой стороны привязываю 1 столбик с накидом. И теперь вяжу по рисунку все дальше, в каждую арочку вяжу наши элементы, 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. И все дальше продолжаю вязание, наш узор до конца вот этой части. Эту часть до конца довязала. И теперь я вот сюда внизу я провязываю, где последний столбик. Вот сюда я завожу крючок и провязываю еще 1 столбик с накидом. Вот здесь. Теперь я беру следующую часть и вяжу столбик также в первый столбик другой части. Вот здесь у нас первый столбик, все, завожу крючок и провязываю 1 столбик с накидом. И все остальное вяжем по рисунку. В каждую арочку провязываем наш элемент, как мы уже с вами вязали. И таким образом мы с вами соединяем все элементы и провязываем вязание до конца. Теперь я соединяю последний элемент. Здесь опять же последний столбик я вяжу 1 столбик с накидом. И вот у нас последний элемент, 4-й. И вот здесь вот я соединяю в 3-ю воздушную петлю, провязываю столбик с накидом.
И вяжем опять дальше. Все по рисунку. Теперь я провязала полностью я провязала, и теперь еще раз вот здесь в конце ряда в столбик с накидом, вот здесь я провязываю еще один столбик. И теперь мы соединяем все полностью в круг. Делаю накид, вот здесь завожу крючок, провязываю столбик с накидом. Там, где я начинала вязание, я себе поставила маркер. И здесь мы вяжем до маркера. Я вяжу узор до конца. И теперь здесь в конце мы начинали с 3 воздушных петель. И теперь вот здесь 3 воздушные петли. Вот сюда я в 3-ю завожу крючок. И соединительной петлей я соединяю. И теперь левую провожу через правую. Вот таким образом у нас выглядит. Теперь я делаю следующее. Я передвигаюсь соединительными петлями влево, завожу крючок в столбик, протягиваю нить, левую через правую в следующий столбик, левую через правую, и теперь в арочку завожу крючок, еще одну провязываю соединительную петельку. И теперь вяжу 3 воздушные петли и столбик с накидом. И вяжем все по рисунку. Две воздушные петли. И в следующую арочку опять такой же элемент провязываем. И вяжем так по рисунку дальше. И теперь мы можем полностью вязать узор. Полностью здесь провязываем. Здесь также в каждую арочку провязываю элемент. Между элементами 2 воздушные петли. То есть здесь уже вот эти вот столбики мы провязывать не будем, а провязываем между элементами 2 воздушные петли. И также здесь провязываем по элементу 2 воздушные петли между ними и так далее. Я провязала ряд до конца. И теперь соединяем ряд. 2 воздушные петли я провязала, и в 3-ю воздушную петлю завожу крючок и соединяю соединительной петлей. И следующий ряд я опять двигаюсь соединительной петлей влево, в столбик завожу крючок, провязываю петельку. И теперь еще раз в арочку завожу крючок. И теперь начинаю опять ряд с 3 воздушных петель, столбик с накида и так далее. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Итак, продолжаем вязание, и в конце ряда соединяем соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю, как я уже здесь начинала. И как я уже показывала, вот здесь между рядами, где у нас вырез, я провязала 2 воздушные петли. И таким образом мы вяжем нашу основную часть. Дальше
без прибавления. Продолжаем вязание. Вот здесь я уже провязала. Я в общем провязала 21 ряд для моего размера. Вот таким образом выглядит. И нам останется только еще убрать все ниточки, все завязать, все убрать, погладить. И таким образом мы закончили наше вязание. Я очень рада, что вы вяжете со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.